Здравия всем слушателям, подписчикам моего канала. И в этом видео я предлагаю помочь науке. Потому что в наше время наука открыла, что примерно на полпути от наших стоп к центру Земли идут две горы из горячей сжатой породы, которые пронзают внутренности планеты. Каждая из этих гор размером с континент. Ученым практически ничего о них не известно. Поэтому я предлагаю помочь науке, собрать все имеющиеся данные, не только научные, но легенды, мифы, и найти легендарный пульс Земли, легендарный пуп Земли, легендарный Алатырь-камень, чашу Грааля и множество легенд и мифов, которые бы ответили на те вопросы, которые наука ответа пока не имеет. Но перед вами как раз эта иллюстрация. Потому что, используя сейсмические волны, они нашли две гигантских структуры под землей, которые как бы держат внутренний шар. Вот они отмечены красными стрелочками. Но до этого им удалось тоже получить множество информации, одна из которых говорит, что на глубинах 410-660 километров на границе присутствует более сильная топография, чем в скалистых горах или Апалачах. И она столь же сложная, как и та, что мы наблюдаем на поверхности планеты. То есть, согласно мифам и легендам, они фактически нашли поверхность полой Земли, которая расположена на глубинах 410-660 километров. Казалось бы, это невероятно, но до этого-то они тоже находили на этих же глубинах гигантский океан. То есть, российские, немецкие, французские геохимики нашли на глубине тех же 410-660 километров под поверхностью Земли океан архейского периода, то есть океану этому 2,7 миллиарда лет, можно сказать изначальный фактически океан, объем которого в разы, то есть от 4 до 20 раз превышает размеры мирового океана на поверхности Земли. Вот его иллюстрация. То есть на тех же глубинах не только есть суша, такая же, как и на поверхности, но и более гигантские океаны. Так что же на сегодня известно об этих каплях, которые вы видите на иллюстрации? Капли начинаются в тысячах километрах от земной поверхности, где каменистая нижняя мантия сталкивается с внешним ядром. Одна из капель расположена под Тихим океаном, другая под Африкой и частично под Атлантическим океаном. Это массивные структуры, примерно наполовину пересекающие мантию, каждая размером с континент. Также на этой фотографии вы видите иллюстрацию той сейсмики, которую они получили, изучая тысячи землетрясений, собирая данные. И вот эта иллюстрация, которая показывает как бы часть нашей Земли, особенно под Тихим океаном. Что мы видим на глубинах? Гигантские массы воды. И вот эта красненькая, ближе всего к центру, это как раз гигантская структура континента, она же гора, которая идет фактически от поверхности планеты и идет к центру ядра. То есть она не висит в воздухе, она действительно связана. И где же тогда гигантский океан магмы, который утверждался до этого? Его нет и не было, конечно. Магма — это стоячая волна, огненный змей. Она есть только на поверхности. То есть все пространство между поверхностью и ядром как раз пригодно для жизни. Там находится и вода, и структуры горные, которые аналогичны нашим на Земле, плюс вот эти гигантские структуры, которые описаны, кстати, в легендах, которые мы сейчас и рассмотрим, которые максимально приближаются к ядру и стабилизируют фактически его работу нормально. Также мы видим из химического состава, который дает опять же нам наука, что там гигантское количество под землей кислорода. А гигантское количество кислорода, мягко говоря, в кипящей магме не бывает. Кислород выделяют в первую очередь живые микроорганизмы, в первую очередь морские, кстати, не только растения. И поэтому, что мы видим на глубинах? Гигантское количество кислорода, что говорит, что жизнь там возможна, и она происходит, скорее всего. То есть, а для понимания, что же там происходит, мы можем найти даже на поверхности. Возьмем название Тихий океан. Именно в этом месте расположена эта легендарная структура, гигантская гора, которая как бы подходит к центру, ядру Земли. И мы понимаем, что название не случайно, потому что мы уже видели это ранее. Обратите внимание на отечественную инновацию синтезит.
Это не просто железо, это результат серьезной научной работы российских исследователей. Вот, например, кровь мужчины до приема синтезита. Эритроциты слипшиеся, нарушен перенос кислорода. Именно это часто становится причиной хронической усталости, заболеваний сердца и сосудов. А теперь его кровь уже через час после приема синтезита. Эритроциты в норме, кровь свободно несет кислород ко всем органам. Это помогает восстановить энергию, улучшить самочувствие и снизить риски инсульта и инфаркта. Не случайно врачи и тренеры именитых спортсменов рекомендуют синтезит. И вы можете найти сотни отзывов обычных людей, которые ощутили разницу. И, кстати, отзывы подтверждены множеством научных исследований, что вообще очень большая редкость для производителей таких добавок. Ссылка на сайт производителя из соцсети в описании. Только для моих подписчиков скидка 20% по промокоду Виктор20. Успейте, пока действует акция. Мы это видели в символах богини Мары, подземной богини смерти, богини Нави, богини потусторонней, которая имеет вот такой вот знак, похожий на букву Х. В славянской букве это буква Херь. Она же 12-конечный крест. 12 источников энергии, 12 часов дня, 12 часов ночи, все это нас связывает с энергией полой Земли. Поэтому Мара, опять же, связана с богиней Макошью, она же вот знак черной луны, которым она режет нити судеб. Она же и богиня замерзшей воды, что свидетельствует о подвластности воды этой стихии. Она же вот знак Марави, означающий всеобщую смерть, а также оберег, символизирующий равновесие, которое она призвана сохранять. То есть это легендарная богиня, богиня подземная, богиня, сохраняющая равновесие, связанная с нитями судьбы, с вием, который обеспечивает смену дня и ночи, 12 часов в день, 12 часов дня. То есть множество всех этих знаков становится на свое место. Даже буква Х, внутренней части Земли, связана с названием Тихий океан, где расположена структура Мара. Ну и связана с Макошью, потому что у Макоши тоже 12 основных выходов энергии на поверхность Земли. Я же говорю, 12 часов в день, 12 часов ночи, он же 12 часов дня, то есть белобог. То есть это божественная женская структура планеты. Сама же Мара, могущественное грозное божество, древняя богиня, связана с воплощением смерти, с темнотой, то есть не проявленный. И тоже связана с зимой. Родословная дочь Лады и Сварога, то есть изначальная фактически богиня, вторая супруга дочь бога, жена Кощея, сестра Живы и Лели, то есть именно женских энергий нашей Земли. Жива, подземная богиня, Лели — это богиня Луны, то есть связь с Луной, которая погибла. Говорят, что у мира Мары есть два входа. Один через Калинов мост, это Кавказские горы, а другой в горах великан Святогор стережет. То есть опять же входы в подземные миры. Сфера влияния большую часть времени Мара обитает в Нави, то есть в непроявленном мире под нами. Но в отличие от Чернобога, она не является пленницей этого мира и может свободно пересекать границу, реку, ну эту стоячую волну огненную, которая называется река Смородина. Хотя чаще всего отправляет в наш мир своих посланников. Вот она, эта структура на модели Земли, где показаны океаны, вот эти гигантские структуры, которые максимально приближены к центру ядра Земли. Вот это она в Тихом океане. Вот я красными стрелками обозначил. Можете перейти по ссылкам в описании, познакомиться, там все есть. То есть они их нашли. Ну а мы можем сказать, что мы фактически нашли пуп Земли. Потому что раньше мы не понимали, где он расположен. Теперь мы понимаем, что остров Пасхи, который называется по-другому как раз пуп Земли, это и есть расположенная структура в Тихом океане, связанная с Марой. Конечно, пуп Земли расположен под землей, а те структуры, что на поверхности, просто с ним связаны. Почему и Куско, официальное название столицы империи инков, тоже связано с пупом Земли. Но это его изображение из храма в Греции, что нам позволяет применить и подобную картину Даари, где идут 4 основных реки, но применить ее все-таки к подземному миру. А вот так описывается подземный мир в одном из сказаний. В этом саду выходит из-под земли величайший источник вод, откуда берут начало 4 реки. Это место известно жителям как пуп земли или начало колыбели рода человеческого. Я уже делал видео, где Мара мать как бы некоторых народов славян, то есть и дочь бог, отец славян, то есть выходцев из полой земли в том числе.
А она же Мара, то есть которая делает материю из Ра, первозданного света. И он поток нейтрино известен вам, или эфир. А как Мара делает? Что за первоматерия? Водород. Воду рождающий. Вот вам гигантский источник живой воды, я подчеркиваю, где содержится много активного водорода. Но она бы не могла сама это делать. Ей кто помогает? Ей помогает Алатырь или камень, бел горюч камень, славянская мифология, всем камням отец, близ которого упала голубиная книга, или он сам является голубиной книгой. Также это скала у входа в пекло, то есть изначально эта структура идет от этой огненной реки фактически до центра ядра Земли. То есть на берегу реки Смородина начинается, только с противоположной нам стороны. Сам священный камень, по легенде, расположен в центре мира, посреди моря-океана, на острове Буянь. Ну, соответственно, вот он легендарный остров. То, что внутри гигантский океан, мы уже поняли. На нем стоит мировое древо, опять же, устройство нашей Земли. Камень наделен целебными и волшебными свойствами. Из него по всему миру растекаются целебные реки. Совершенно верно. Активный водород, активная вода. Алатырь камень, в фольклоре священный камень, всем камням отец пуп земли, который содержит сакральные письмена и наделяется целебными свойствами. Алатырь охраняет мудрая змея Гарафена и птица Гагана. По преданию, Алатырь камень упал с неба, на нем высечены законы Сварога. То есть вот еще одна легенда, которая нас связывает с глубинной или голубиной книгой. То есть голубиная книга или глубинная книга, каменная, сборник восточнославянских народных духовных стихов. Считается, конечно, что он появился там в конце 15 века, но он был всегда, первоисточник Алатырь камень. В нем сообщаются сведения о происхождении мира, людей, сословий, географические, естественно-научные и другие сведения. Существует более 20 вариантов текста, которые значительно отличаются друг от друга. Но популярность этого произведения, духовно-народная литература, объясняется тем, что оно давало ответы на самые важные космогонические вопросы и вместе с тем отвечало на вопросы относительно нынешнего состояния Вселенной и разных любопытных предметов, имеющихся на Земле. Обратите внимание на иконы, то есть изначальные иконы, на ней дачбог. Красным я выделил структуру Мара, активный водород. И держит он в руках что? Действительно открытую книгу или Алатырь камень. На другой иконе числа Бог, 0 икол, который несет, он же Святой Николай, свет 0 икола. Он тоже держит камень Алатырь, то есть с законами самого Сварога. Над ним как раз структура Мара. То есть все это отображено и в древности, и продолжается нести в иконах, которые на сегодняшний день просто не понимаются. У того же числа Бога царь в голове, ну и душа в солнечном сплетении, которая связана с царем в голове, то есть тем же дачбогом. То есть все это связано, и это выводит нас на еще более глубокий смысл, на символ Грааль. Это был особый камень, который умел кричать. Криком он признавал истинного короля и был установлен в древнеирландской столице Таре, в Ванун. Это одновременно изначальная мировая бездна. Ну, центр Земли, там нет дна, это есть центр, да. Место, где смерть сильнее жизни, и где все существует порождено смертью, но где рождается и все живое. И иной мир, где обретают боги, где проходит дорога на чудесный остров западных морей Авалон. Ну, это как раз остров Буян, обитают там боги, это мир Прави, там вечное лето, соответственно, живут гиганты. Это мы все рассматривали в предыдущих видео, перейдите, познакомьтесь. То есть, опять же, мы поставили на место и Грааль, и голубиную книгу, и Алатырь камень, и пуп земли, и структуру Мару, и землю, которая вырабатывает активный водород, то есть воду. Опять же, это мы понимаем, что есть и живая вода, и мертвая вода. И мы сейчас рассмотрели образы живой воды, изначальной. А образ мертвой воды — это как раз вторая структура этого равновесия, то, что нашла наука, структура Ды. Бог ночного неба и богатства. Вот я выделил синяя стрелочка как раз ту же структуру. Видно, что он обеспечивает равновесие. В центре это дачбог, то есть ядро нашей земли. Он же птица Дыв, сын рода и козы Сидуни, брат Сварога, владыка пекельного царства, ну то, что внизу. Верховный бог лунной династии, наряду с Вием владыкой преисподин. Аналогичен санскритскому Яме, князю смерти и справедливости. То есть, скорее всего, это
противоположная структура, которая является местом образования мертвой воды. А где она находится? Ну, нам помогает название на поверхности. Индийский океан. Вот где начинается Ди. Он же Ды. То есть под Индийским океаном находится эта структура. Один из моих подписчиков обращал внимание, что если у нас на поверхности, например, есть суша, то значит под нами должна быть с противоположной стороны, наоборот, моря. То есть вполне вероятно так и есть. Там, где у нас гигантские океаны, у них вот это гигантские две горы начинаются. И, соответственно, там, где у нас моря, у них суша. Вполне вероятно так и есть. По крайней мере, наука это подтверждает, но во всем месте это выглядит примерно вот так. Когда символ этот равновесия Мара, когда мы определяем, что справа это Мара, материализующая Ра, первозданный свет, а слева это как раз бог Ды. Получается смычка как бы богини Мары, смерти, смены мерностей. Женское начало, живая вода, находится в Тихом океане. И бога небес, Дыя, он же дьявол. Мужское начало, Индийский океан, мертвая вода. А в центре Ви, Дашь-бог, а вся эта система называется Жива. То есть обеспечивающая жизнь, в том числе смену жизни. Опять же, перед вами секретное дело КГБ, и мы видим структуру Земли энергетическую. Вот я опять красной стрелкой выделил Мару, минус по ВП-метру, активный водород, живая вода и плюс Дыя, то есть дающий мертвую воду, ну даже не совсем воду, как мы увидим чуть дальше, а метан. Физики, кстати, обнаружили, что ядро нашей планеты состоит из 3 отдельных слоев, типа матрешки что-то, а не только жидкого внешнего и металлического внутреннего ядра, как считалось ранее. Глубинные слои внутреннего ядра выглядят и устроены совершенно иначе. Его кристаллы повернуты не на север или юг, а на запад и восток. То есть они повернуты как раз на структуры Мары и структуру Ды. А их структура, судя по необычному характеру взаимодействия с сейсмическими волнами, заметно отличается от устройства материи внешнего и как бы внутреннего ядра нашей планеты. То есть кристалл, ну то, что видите на картинке, кристаллы как бы внешнего внутреннего ядра направлены на полюса, принимают энергию, а вот центральное ядро, оно уже направлено на запад и восток, то есть на структуры Мару и структуру Ды. То есть почему у нас такой многогранный кристалл внутри. Но и это же нам дает еще один уникальный эффект понимания, что происходит и где. Потому что вот перед вами картинка, которая показывает, что есть источник колебаний у Земли. Это пульс Земли фактически мы нашли. Вот этот источник колебаний как раз Ды. Как раз источник электрической волны. А отражает эту волну как раз структура Мара, красная стрелка. Она же помогает образованию как бы магнитной волны. То есть вот электричество, магнетизм. Все это отражается от ионосферы. Имеют волны как бы изначальные, то есть от структуры Ды. То есть это пульс Земли, можно сказать, сердце Земли. И все это отражается от структуры Мара. Появляются различные типы стоячих волн. Электрической, магнитной и реверс волны. То есть как это называется в современном мире? Частоты Шумана. Вот она иллюстрация. Это пульс Земли. Мы фактически нашли то место, которое является пульсом Земли. В легендах это структура Ды. Но мы же напрямую связаны с этими пульсами. Перед вами иллюстрация, которая показывает ритмы работы головного мозга, которые говорят о том, что мы напрямую связаны с работой Земли, с частотами Земли. И опять же есть как бы гармоника от 2 по 4, это наша активность, а как раз до 2 это наше пассивное воздействие, то есть сон в первую очередь. То есть опять же мы уходим в Велес, овечий лес, там пребывает наша душа, передает информацию, взаимодействуем с ним и напрямую связаны с работой частот Шумана, то есть с пульсом Земли. Напрямую. От него зависит и наша работоспособность, и наш нормальный сон, и опять же активные ритмы, это логическое мышление, то есть это левая часть мозга, а отдых, релаксация, то есть выход в душу, выход в духовный мир идет через, опять же, правую часть мозга. Образное мышление, интуиция, озарение, прием информации из информационного поля, в первую очередь, Земли и всей Вселенной. То есть вот мы как напрямую с этим связаны, как мы от этого зависим, опять же, напрямую.
И тогда понятно уже, почему один из многогранных символов Дачбога, то есть внутреннего солнца Земли, это вот такой вот крест. То есть мы имеем слева структура Ды, справа структура Мара. Это, соответственно, запад и восток. Ну и выход на полюса. Северный полюс, южный. Но плюс еще мы имеем 4 связи с чем? С лунами Земли, которых может быть максимум 3-4. То есть вот эти как раз точки соединения. Почему раньше у Земли было как минимум 3 луны? Получается буква Х или Хер, или структура Мара, как мы видели, знак, символ Мара. И все это связано с центральным кристаллом нашей Земли, и образуется структура Макаш. То есть все это связано, все это есть в прошлом. Вот перед вами слева кельтский крест, справа символ Земли в астрономии. Теперь вы понимаете, почему он именно такой. То есть буква Х, ну и буква Х как бы в повернутом состоянии, или плюсик, и плюсик в повернутом состоянии, или уникальное излучение Х. То есть наш мир построен по принципу Рамха. Ра это первозданный свет, М материя, Х это как раз излучающая сила света уже наших светил, видимая. Ну, все это показано на Дачбоге, отце славянского народа. Так и написано. Отц, он наш. Но это если читать четко по буквице. А если смотреть в глубину химических элементов, то структура Мара водород. Отсюда выходит активный кислород. От живы, от как бы жизни внутри нашей полой Земли, что обеспечит нам защиту, озоновый слой. Ну, синей стрелочкой обозначена метан, МТ, метан. Ну, и он держит голубиную книгу открытую, чтобы мы знали законы Вселенной. Почему и у бога летнего солнца, то есть там, где постоянное лето в центре Земли, есть зимний символ, он же метан. Метан же очень холодный. Он как раз для охлаждения огненного змея нашей стоячей волны используется. Ну и активный водород, летний Дачбог, тоже символы Дачбога. В греческой мифологии мы это находим подтверждение. Это легендарная река Кокитос, река плача, приток Стикса. Ну, охлаждает эту как раз стоячую волну. Он в Данте упоминается в божественной комедии. В самом центре преисподней озеро легендарное Кацит. Как и в аду викингов, там невероятно холодно. Здесь покоятся вмороженные в лед отступники, и главный из них Люцифер. Он же Дый, он же дьявол, тот, который гонит этот холод, как бы метан. Ну и дерзаются в 3 его постях как бы самые знаменитые грешники. И также есть 3 стража. Гиганты Бриарей, и Фиаль и Антей. То есть, зачем это нужно? Это структура Ды, она как бы троичная. Вот вы, если более подробно посмотрите на то, что они нашли, она как бы троичная. Почему она идет от Индийского океана вплоть до Атлантического океана. Анты тут же мы находим. Почему и зло, подземное царство у нас ассоциируется с синим пламенем. Ну, горит метан фактически. Ну, и там же бог Чур, кстати. Бог границ, как видите. Только что показывал летнего Дачбога. И здесь видно, что какая-то структура, которая максимально к нему подходит. То есть Чур бог границы, покровитель воинов. Говорится, что войско Велесова, войско защитников нашего мира разделилось. Одна часть этого войска осталась на небе, а другая спустилась на землю, чтобы помогать всему живому и защищать от разных бед. С тем, кто спустился с неба, и стал бог Чур. После того, как Сварог закончил создавать землю, он наказал своему внуку разделить эту землю между людьми. Но между подземными людьми и наземными. То есть эта структура как бы Чур мое. То есть то, что мое, это мое, это мое. Почему у нас запрещено идти в рай? Потому что у каждого свое. Хотите рай, стройте его на земле, а не бегите в рай, который под землей построен не вами. Вот же в чем смысл обучения. Так и повелось, что люди начали кричать чур мое, то есть он как бы бог-охранитель границ. И, соответственно, это чурки, это, соответственно, чуры. То есть вот откуда все эти легенды и мифы идут. Но это же и связывает нас с антами. С Атлантическим океаном. А кто там, скорее всего, прибывает? Скорее всего, прибывает Атлас, Антей или Атлант. Он в древнегреческой мифологии могучий титан, держащий на плечах небесный свод. Ну, небо это непроявленный бог, то есть внутреннее солнце Земли. Он же изначально, я считаю, был Святогором, богатырь, охраняющий стол, поддерживающий небо. Ну, это тот же Антей. В отличие от всех других богатырей, Святогор довольно сильно привязан к одному определенному лоскуту. Это святые горы, стихия земли. Также со Святогором можно вспомнить его сестру, Майю Златогорку, которая именно она стала первой любовью Дачбога.
Майя Златогорка, сестра Святогора, то есть это описание изначального строения Земли, когда и Святогор, и Майя Златогорка, то есть Золотая гора, находились еще на поверхности и не были под землей. То есть фактически формирование Земли описывается. После свадьбы молодые отправились в паломничество к священной Алатырь-горе, но по пути к ней супруга попала в ловушку Чернобога, Дыя, дьявола, что и стало причиной ухода ее в Навь. То есть здесь описывается фактически изначальное формирование Земли. И опять же мы видим связь. Майя Златогорка – Святогор. Дый дьявол, она же, Майя Святогорка, с ним попала в связь, и в итоге она станет Мареной, то есть второй структурой. Дач Бог смог на некоторое время вызволить свою подругу благодаря помощи Вии, опять же подземный бог, века гигантская, обеспечивает смену дня и ночи. Златогорка родила в мире живых Коляду и Овсеня, и скорее всего Авсеня, но после того, как в результате козней владыки Пекельного царства ее супруг утратил свой магический артефакт, вновь ушла в подземный мир, где слилась душой с Мареной. То есть Майя Златогорка слилась с Мареной, она фактически есть Мара. Святогор слился с Дыем, дьяволом. Вот это как раз священные горы, золотые горы, но они под землей и связаны с Дач Богом. Так что вот эта русская девушка-великанша, она и есть та, которая потом стала непроявленной богиней Марой, Мареной и сестрой Святогора. Так что можно делать выводы. Современная наука нашла две структуры, которые как бы держат внутренний шар ядра Земли. На сегодня им известно следующее. Капля начинается в тысячах километров от земной поверхности, где каменистая нижняя мантия сталкивается с внешним ядром. Одна из капель расположена под Тихим океаном, другая под Африкой и частично под Атлантическим океаном. Это массивные структуры, примерно наполовину пересекающие мантию, каждая размером с континент. Твердые структуры, напоминаю, не жидкие. Также ранее наукой было установлено, что на глубинах 410-660 км присутствует более сильная топография, чем в скалистых горах или Апалачах. И она столь же сложная, как и та, что мы наблюдаем на поверхности. На тех же глубинах ранее был найден под поверхностью Земли океан архейского периода, то есть возрастом 2,7 миллиарда лет, объем которого в разы, скорее всего от 4 до 20 раз превышает размеры мирового океана. Все эти данные подтверждают легенды прошлого, которые говорят, что наша Земля полая. В ней существуют две структуры, которые максимально приближены к центральному ядру и обеспечивают его равновесие и нормальное функционирование. Первая структура – это богиня Мара, место нахождения Тихий океан, само название которое связано с его центром Земли и символами богини, которая порождает магнетизм Земли, и Ма материализует Ра, первозданный свет, а первичной материей является водород, который воду рождающий. Именно это и позволяет нам сделать предположение, что мы нашли легендарный пуп Земли, расположенный в Тихом океане, которым и назван остров Пасха. В подземных же структурах в основе богини Мары находится легендарный камень Алатырь. Алатырь камень или Белгорюч камень, синий камень, в фольклоре священный камень. Всем камням отец, пуп земли, содержит сакральные письмена, наделен целебными свойствами. Алатырь охраняет мудрая змея Гарафена и птица Гагана. По преданию, Алатырь камень упал с неба, и на нем высечены законы Сварога. Также это скала ухода в пекло, пекельное царство на берегу реки Смородины. То есть оттуда это все начинается. Сам священный камень, по легенде, расположен в центре мира, посреди моря океана, на острове Буяни. На нем стоит мировое древо. Камень наделен целебными и волшебными свойствами. Из-под него по всему миру растекаются целебные реки. Минус по ВП-метру активный водород, он же Грааль в мифах других народов. Вторая подземная структура – это бог Ды, он же Ди, он же Див, он же дьявол. У славян бог богатства, один из древнейших богов. Изначально он известен как бог ночного неба, созданный еще самим родом-творцом. Он брат Вия, хранитель душ в мире Нави, Ды был создан светлый бога неба. Расположен изначально под Индийским океаном. Вырабатывают электричество Земли. Они же частоты Шумана, они же пульс Земли. Также производит метан, легендарная река Кацит, то есть является основным источником углеводородов. Эта структура связана с легендарным Атлантом, Атлантический океан, который помогает держать небо, непроявленный бог, ядро Земли.
В славянских легендах он Святогор, который связан с Майей Златогоркой, изначальной структурой, лежащей в основе Мары, вместе с Чуром, богом земных границ. Все ссылки на использованный материал, как всегда, будут в описании под видео. Плюс есть целый плейлист «Полая земля». Переходите, смотрите, там все собраны видео по этому направлению. Может, что-то еще и добавлю. И помните, повторение мать учения, новая информация сразу не усваивается, можно посмотреть столько раз, сколько нужно. Также переходите на мой сайт, ссылка есть в первом закрепленном комментарии под каждым видео. Там размещены мои статьи, в том числе и запрещенные на других платформах. Плюс там же существует и магазин. Магазин существует для тех, кто хочет и может поддержать мою деятельность, для того, чтобы я ее и продолжал. Я же смогу вам содействовать в том, чтобы вы узнали свое предназначение по дате рождения, либо освоили силу живой воды, проводили измерения, которые помогут понимать, что вы едите, что пьете. Плюс получили лучшие натуральные витамины, именно Иван-чай. Плюс, опять же, сила живой воды – это водород и озон. Именно эти две структуры воды помогают нам сохранить здоровье и вылечиться от любых болезней, потому что они универсальны, подходят как одному человеку, как и всем членам семьи. И один раз купленные не требуют других расходников. Плюс, например, детектор электромагнитного излучения. Мы все живем в городах, а там огромное количество электромагнитных полей. И имея эти простые измерительные приборы, вы сможете не попадать под их влияние, а значит будете меньше болеть и дольше просто проживете без лекарств.